И время для этой битвы вот-вот наступит снова. Когда мир погрузится в хаос, появятся воины надежды богини Афины. Они олицетворяют созвездия и всегда рискуют своей жизнью, сражаясь. В Европе XVIII века мы встретили мальчика по имени Один. Прогуливаясь по дороге, он увидел, как двое молодых людей издеваются над собакой и бросился защищать ее. Эти двое мужчин хотят забрать собаку обратно, чтобы она поела, потому что она съела еду, которую они с таким трудом купили. Один из них достает свою драгоценную чернильницу, чтобы обменять ее, и они соглашаются, зная, что за продажу чернильницы можно выручить хорошую сумму денег. Но прежде чем они успевают ее забрать, молодой человек по имени Тенма, друг одного из них, выбегает и бьет обоих мужчин по губам, чтобы забрать ее. Чернильницу для своего друга. Один хочет, чтобы Тенма остановился, потому что у этих двоих есть свои причины, и один не любит конфликтов, а хочет только мира. Двое мужчин понимают, что оба они сироты из детского дома, и удивляются, что два человека с такими противоположными характерами могут быть друзьями. Оставшись один, продолжает рисовать свой портрет богини. Пока он рисовал, учитель привел пастора из лесного собора. Этот человек пришел, потому что его привлекла картина Алона. Алон знает, что в лесном соборе хранится картина святого Михаила, которая никогда не показывалась широкой публике. Любой грешник, который увидит эту картину, раскается. Один очень хочет увидеть эту картину, поэтому он старается стать известным человеком в церкви. Мужчина задается вопросом, почему один не нарисовал глаза для этой картины, и отвечает, что не нашел подходящего оттенка красного. Мужчина направляет его к Северной горе, говоря, что там есть цветы, окрашенные кровью ангелов со сломанными крыльями, и этот цвет истинный цвет. Затем он в одиночку взбирается на гору вместе с собакой. Собака внезапно лает несколько раз и убегает вперед, вынуждая одиночку следовать за собой. Они оба прибывают в то место, о котором упоминал священник. В этом месте много цветов, и оно наполнено настоящими красками, но этот красный все равно не тот цвет, который ищет один. Но поскольку он уже здесь, один решает нарисовать пейзаж. Вокруг него собираются животные, но внезапно все они встают и убегают, почувствовав что-то пугающее. Появляется девочка и представляется Пандорой. Она долгое время искала в одиночку способ вернуть своего короля. Для этого ей нужно тело в одиночку, тело человека с самым чистым сердцем. Затем она прижимается губами к губам в одиночку, и появляется кольцо. Она опускается на колени и призывает в одиночку царя подземного мира Аида. Призраки из подземного мира хлынули в мир людей, и им не повезло, когда они столкнулись с воином Афины. Он наносит драконьи удары и сбивает их с ног одним ударом. Он воин весов, так и поступай. Он знает, что их встреча означает воскрешение Аида. Дока хочет знать местонахождение Аида, но они верны ему и не предадут своего короля. Позже один просыпается дома. Тенмо почувствовал беспокойство и поднялся на гору, чтобы найти одного без сознания и вернуть его обратно. Один роняет ожерелье, которое подарила ему Пандора, и внезапно бросается вниз, не позволяя Тенме прикоснуться к нему. Внезапно Тенма слышит новость о том, что вода из реки вот-вот затопит город, и люди в городских воротах закрыли их, бросив их на произвол судьбы. Один хочет использовать слова для убеждения, но Тенма хочет что-то делать, а не полагаться на других. Тенма хочет, чтобы один помнил об обещании, которое они дали друг другу много лет назад. Тенма решил, что он будет защищать свою семью и друзей любой ценой. Он побежал к реке и увидел, что течение реки перекрыл валун, поэтому он решил разбить его. Но то, что сломалось, это рука Тенмы. Доко, гуляя по лесу, почувствовал слабую энергию и побежал искать Тенму. В своей беспомощности Тенма думает об одиночестве и детях, и сила внутри него вспыхивает и усиливается, помогая ему разбить огромный валун и вернуть реку в нормальное русло. Доко бросается вниз, чтобы поднять Тенму, и признает его удивительную силу. Затем он приглашает Тенму стать воином Афины. Когда он вернулся, Тенма посидел немного в одиночестве, чтобы нарисовать картину, прежде чем уйти из дока. Один хочет найти цвет, похожий на цвет глаз Тенмы, но у него пока недостаточно навыков. Так что один считает, что Тенма должен уйти, а когда он вернется, один улучшит свои навыки и закончит картину. Затем Тенма отправляется на встречу с Доко. Он видит одного и немного пугается, прежде чем уйти с Тенмой.
В святилище Афины есть 12 зодиакальных домов, управляемых 12 воинами, представляющими эти знаки зодиака. И зал, куда часто спускается Афина, чтобы наблюдать за происходящим. Только что Тенма закончил тренировку, как вдруг его разыскивает группа людей. Молодой человек впереди спрашивает Тенму, не хочет ли он немного потренироваться, и Тенма немедленно соглашается. Те, кто сзади, считают, что ему не стоит связываться с Тенмой, но этот молодой человек верит, что великий Дада никогда никого не боялся. Тенма слышал о Дада и считает его высокомерным и жестоким человеком. Затем двое молодых людей бросаются друг на друга, постоянно обмениваясь ударами. Но Дада умудряется увернуться и нанести удар Тенме. Тенма расстроен своим поражением, и над ним насмехается Дада, который говорит ему, что он должен вернуться в свою деревню. Разозлившись, он бьет кулаком по камню, но только ранит руку, не разбивая камень. Дока вернулся и видит, что Тенма пробыл здесь несколько месяцев, но так ничего и не добился. Тенма не понимает, почему раньше он мог разбивать камни, а теперь не может. Поэтому Дока объясняет, что он до сих пор не понимает принципа силы. Затем он объясняет некоторые физические знания об атомах, чтобы помочь Тенме понять, и говорит, что останется здесь на некоторое время, чтобы проследить за тренировками Тенмы. Тенма случайно замечает знакомую фигуру и бежит, чтобы поймать ее. Он узнает девушку и браслет, это Сисья, подруга детства его и Алоне. Она не узнает Тенму, пока он не представится и не покажет ей венок из цветов. Он не понимает, почему она здесь, ведь ее явно удочерили. Внезапно появляется монстр и целится в Сашу, так что Тенме приходится принять удар на себя. Затем его привязывают к столбу, в то время как монстр продолжает целиться в Сашу. Тенмо пытается вырваться на свободу. Он наносит удар, который оставляет вмятины на земле. Но монстр вовремя уворачивается и снова связывает его, ударяя током до тех пор, пока он не падает. Затем монстр продолжает избивать Тенму на глазах у Саши. Но Саша внезапно высвобождает свою силу и требует, чтобы монстр отпустил Тенму. Монстр понимает, кто она такая, и это облегчает ему работу. Но прежде чем он успевает что-либо предпринять, с ним расправляется святой Ареса, Шин. По его словам, Саша теперь богиня Афина. Прошло 2 года. Тенма сейчас сражается с более сильным противником. Как раз в тот момент, когда все думают, что он побежден, он встает и разбивает противника о камень. Валун падает, и Тенма бросается, чтобы ударить и разбить его. Дада видит, что, похоже, ему это удалось, и теперь Тенма официально признан, ему присвоен титул святого и его собственные доспехи. Верховный жрец сообщает, что ситуация сейчас очень критическая, поскольку призраки начали распространяться повсюду, и Тенма, которому был присвоен титул святого. Наш долг — уничтожить этих призраков, чтобы защитить мир и богиню Афину. Тенма уже закончил свой бизнес, и только Хоупс закончил рисовать. Но теперь только один видит, что его картины полны мрачных красок. Кажется, что все, что он рисует, умирает. Появляется Пандора и предлагает ему спасти других не через живопись, а через смерть. Затем она ведет его одного в собор в лесу, где находится картина покаяния, которую он один хотел увидеть, так что она поможет ему осознать это. Он замечает, что собор открыт, и пастор, которого он видел раньше, ждет его здесь. Тем временем Тенма тайком пришла, чтобы встретиться с Сашей и напомнить ей о старых временах. Они оба знают, что призраки приближаются к их родному городу, поэтому они должны действовать быстро в надежде, что с их родным городом и одиночеством все будет в порядке. За это время Одинокий понял, что пастор не человек. Он вбегает посмотреть на картину, но это изображение царя подземного мира Аида, и все же оно очень похоже на Одинокого. Пастор проводит его внутрь, где он видит, что все дети дома мертвы, потому что он нарисовал их несколько дней назад. Пастор и Пандора начинают наедине промывать мозги, предполагая, что смерть — это самое справедливое и что дети попадут в лучшее место. Один начинает думать, что смерть — это спасение, и в этот момент луна исчезает, сигнализируя о пробуждении царя подземного мира Аида. В это время группа святых воинов была послана разобраться с некоторыми из подчиненных Аида. Они намеренно позволили одному из них сбежать, чтобы последовать за ним в свое логово. Но когда они вошли в логово, именно они попали в ловушку. Вскоре после этого только 3 человека из группы вернулись с докладом. Они сообщили, что призраки собираются в соборе в лесу. Затем они показали свои истинные лица и окрасили свои доспехи в черный цвет. На самом деле они умерли и были воскрешены Аидом,
чтобы вернуться и забрать голову Афины. Дока и Шин бросились им на перехват и решили разобраться с ними немедленно. Саша услышал их истинные внутренние голоса и попытался остановить обоих, но было уже слишком поздно. Она подошла к троим и сказала, что услышала их сердца, что они действительно хотели вернуться и бороться за нее, но было уже слишком поздно. Дока и Шин почувствовали стыд за то, что им пришлось напасть на своих товарищей, и решили взять людей, чтобы разобраться с тем собором в лесу. Затем Ду объявил о своем плане Тенми и Додо. Ду хотел, чтобы Дада не слишком напрягался, но он сказал, что не позволит Тенме победить его. Тенма знал, что они вот-вот вернутся в свой родной город, и он бы попытался защитить Сашу в одиночку. Вскоре после этого они прибыли в свой родной город. Тенма, обеспокоенный одиночеством и увидевший столб света, сияющий в городе, отделился от группы, чтобы пойти один. Дока только надеялся, что Тенма не будет слишком торопиться. Но теперь сцена перед ним была полна мертвых людей, а город охвачен пламенем. Он прибежал домой и обнаружил, что картины Only Alone залиты кровью. Некая фигура пришла, чтобы использовать его в качестве жертвы Аиду, но Тенма был совершенно взбешен. Он блокировал атаку и нанес удар в полную силу, который отправил нападавшего в полет. Оставшись один, понял, что Тенма вернулся, и решил встретиться с ним, как и обещал, чтобы показать ему картину, которую он нарисовал. Тенма был в полном отчаянии, когда Дока нашел его. Внезапно Дотта вернулся к ним. Аид, вернее, он один, тоже появился. Тенма не мог поверить своим глазам, видя, как его добросердечный друг превратился в такое жестокое существо, совершающее геноцид. Он вспомнил, как они втроем были вместе и как Саша подарил им цветочный венок на прощание перед отъездом. Тенма нуждался в объяснениях от одного, но только один видел, что Тенма все тот же. Тенма вернулся святым, в то время как один стал художником и спас многих людей. Но картина один из прошлого все еще не могла быть закончена, потому что он только что нашел красный цвет, который был ему нужен, чтобы закончить эту картину, и это был цвет крови. Затем он провел две диагональные линии поперек картины, и Тенма внезапно получил серьезные травмы. Тенма упал и сорвал браслет с запястья Алона. Дока заметил, что волосы Алона почернели. Один попрощался со своими двумя друзьями, а также со своим прежним «я», потому что теперь он официально станет Аидом. Дока, недолго думая, бросился в атаку, но один из подчиненных Аида, Кагао, подоспел и заблокировал атаку. Его сила была наравне с силой Докоса. Когда Дока уже собирался выложиться по полной, появился Шин, чтобы остановить его и оттащить назад, потому что у них были более важные дела. Дела, требующие внимания. Затем ему пришлось беспомощно наблюдать, как Дада и Тенма падают вниз, когда земля осыпается. Гадес также приказал Кагаджо не преследовать их. Затем Гадес заявил, что он разобрался со всеми своими привязанностями, и теперь пришло время начать священную войну. По возвращении Аид собрал всех призраков под своим командованием. Он рассказал, что каждый из воинов Афины представлял собой созвездие. Так что, когда воин падает, созвездие исчезает и становится черным. Начиная с Тенмоса, Аид хотел, чтобы его армия затмила все небо смертью Афины. Пандора призвала самого сильного из призрачной армии, Миноса, на священную землю, чтобы продемонстрировать свою силу. Затем Кагао пришел к Гадесу и попросил показать ему свою руку. Увидев рану, которую Дока нанес на руке Гадеса, Кагао разозлился и поклялся свести счеты с Дока. Затем он вышел на улицу и увидел, что Минос уже отправился в священную землю, поэтому он тоже ушел. Дада очнулся под обломками и обнаружил рядом с собой Тенму. Таинственная девушка, проходившая мимо, была удивлена, обнаружив выживших. Саше в это время снилось, что он один, полностью испорченный, держит в руке голову Тенмы. Она была так потрясена, что проснулась. Шен и Дока вернулись сюда, чтобы отчитаться. Услышав, что весь город был разрушен, Афина была потрясена тем, что Аид овладел ею, а Тенма умер. Но она не могла позволить своим эмоциям проявиться. Она хотела, чтобы они оба отдохнули пораньше, чтобы подготовиться к вводу войск для защиты от нападений Гаити. Дакук знал, что Саша пытается казаться сильной. Тем временем Дада пытался вытащить Тенму из-под обломков. Когда появилась эта девочка, Дада бросился в атаку, но был схвачен за голову и повален на землю. Она рассказала, что пришла забрать Тенму и спасти его, пока не стало слишком поздно, так как он еще не был полностью мертв. Она представилась как Рика, воин.
Затем она отвела их обоих под землю, в жилище своего племени. Дато последовал за ней, но совсем не доверял этой девушке, потому что она была такой же сильной, как и они, и знала, что Тенма не совсем мертв. Войдя, Дато увидел доспехи святых воинов, таких же, как они сами, поэтому он заподозрил, что эта организация была теневой, и попытался уйти, но был атакован сзади. Он сердито расспросил их, но старейшина сказал, что они были союзниками, которые также служили Афине. Затем старейшина снял доспехи с Дада и попросил Рику залить их кровью. Он объяснил, что восстановление священных доспехов требует много крови, а он не мог брать кровь у воинов, собирающихся идти в бой. Поэтому ему пришлось взять ее у Рики, которую он тренировал. Затем он постучал несколько раз, и броня вернулась к Додо, который почувствовал себя сильнее, чем раньше. Додо теперь поверил, что старейшина может спасти Тенму, и отправился в море. Старейшина рассказал, что душа Тенмы все еще затеряна в подземном мире, и благодаря венку с молитвой Афины он еще не зашел слишком далеко. Но как только венок полностью упадет, он исчезнет навсегда. Дада спросил, что он может сделать, чтобы спасти Тенму и сделать Афину счастливой. Старейшина внезапно выхватил свой меч и сказал, что если Дада хочет спасти Тенму, он должен умереть, чтобы попасть в подземный мир. Затем он отдал меч Дада, сказав, что он будет защищать его до тех пор, пока Тенма не уйдет. Затем он отделил душу Дада от его тела и отправил его в подземный мир. Внезапно Рика тоже была послана вниз, чтобы помочь Дада. Она призвала их действовать быстро, пока Тенма не стал частью этого потока людей. Когда они бросились на поиски, то поняли, что это, похоже, люди, убитые Аидом ранее. Тенма проснулся и обнаружил, что он связан. К нему подошел теневой демон и сказал, что он находится на границе между миром людей и подземным миром. Демон сказал, что Аид был очень милостив, позволив ему задержаться до сих пор. Тенмер сопротивлялся, но получил ответный удар, что насторожило сторону Дада. Демон сообщил, что сильнейший из них, Минос, был отправлен в святилище, и Тенма скоро воссоединится здесь со своими друзьями. Как только он ушел, появились двое других, но их обнаружил демон-охранник. Охранник был быстро побежден Дадой и Рикой, но теневой демон из прошлого также обнаружил их и вернулся. Он спрятался за спиной Рики и незаметно напал на нее, но Дада быстро пришел, чтобы защитить ее. Тенма предупредил Дада о технике оглушительного крика демона, но Рика атаковала любым способом и была поражена способностью демона кричать. Демон поймал Дада, поэтому он сбросил с него шляпу. Разозлившись, демон использовал свой крик, чтобы отшвырнуть Дада прочь. Но теперь Тенма сбежал. Он бросился прямо на теневого демона, сконцентрировав свою силу и ударив его, разбив броню демона вдребезги. Дада был немного раздосадован тем, что он пришел спасти Тенму, но в итоге сам был избит. Он рассказал Тенме, почему до сих пор был наполовину жив. Тогда Тенма захотел вернуться к жизни как можно скорее, чтобы защитить святилище. Но Рика сказала, что им еще нужно поработать здесь внизу, и это может повлиять на исход битвы в святилище. Пандора сейчас приходит сообщить, что один из их теневых демонов побежден, а до этого этот демон сообщил, что нашел там душу Тенмы. Аид очень удивлен, но Пандора все еще думает, что это могло быть ошибкой, потому что сам Аид забрал жизнь Тенмы, так что он не мог, возможно, он все еще был бы жив. Тенма и Дада теперь постоянно ссорятся. Дада утверждает, что спустился, чтобы спасти Тенму, только для того, чтобы осчастливить Афину. Рика хочет, чтобы они оба прекратили ссориться и поскорее отправились в самую глубокую часть подземного мира, прежде чем планировать что-то дальше. Аид знает, что Афина должно быть что-то сделала для того, чтобы Тенма все еще был жив, но Пандора уверяет его, что не стоит беспокоиться, потому что Минос наверняка пронесется по всему святилищу. По мере того, как созвездие поднимается, с каждым днем становится все темнее и темнее. Минос теперь постоянно бросает веревки, чтобы связать святых воинов. Он обращается с ними как с марионетками и дергает их до тех пор, пока их тела не будут скручены и сломаны. Затем они продвигаются вперед и обнаруживают поле роз. Два дурака заходят туда и умирают от кровоизлияния. Один демон обнаруживает, что это розы демонов, и даже вдохнуть их достаточно, чтобы умереть. Создателем этого поля является Голд Сент-Альба. Он признает, что это розы демонов, и предлагает им войти, если они хотят умереть, или послушно повернуть назад. Некоторые демоны, полагаясь на то, что Альба стоит там нетронутая ядом, бросаются внутрь, но встречают брошенные Альбой розы и падают прямо на розовое поле. Демон в синих доспехах напоминает Миносу, что нужно быть осторожным,
потому что Альба, как и эти цветы, прекрасна, но очень опасна. Сина замечает, что Альба хорошо обороняется снаружи, поэтому они также должны попытаться укрепить оборону внутри. Они не уверены, что Альба сможет справиться совсем в одиночку. Шен раскрывает слухи о том, что в храме Альбы есть сад роз демонов, и Альбе и его солдатам пришлось приспосабливаться к яду роз. Альба усовершенствовал это до такой степени, что его кровь стала ядом роз демонов. Из-за этого, несмотря на его привлекательную внешность, никто не может приблизиться к нему. Снаружи Альба вызывает Миноса на поединок. Демон в синих доспехах вызвался сразиться с ним, заявив, что у него иммунитет к яду розы демона. Однако его силы недостаточно, чтобы причинить вред Альбе, у которой есть разновидность розы, способная разъедать все, к чему прикасается. Демону удается сбежать, и он начинает раскрывать свою козырную карту. Он выпускает струю ядовитого воздуха, из-за чего все розы увядают. Опасаясь, что этот газ может попасть в святилище, Альба решает поглотить его целиком. Жители деревни в святилище беспокоятся, что Альба находится в невыгодном положении, но маленькая девочка все еще верит, что он не потерпит поражения, потому что он очень сильный. Однако жители деревни также беспокоятся о своей собственной безопасности, живя в святилище во время священной войны. Тем временем Альба впитала в себя весь фиолетовый яд и обездвижена. Демон в синих доспехах несколько раз пытается атаковать, но отступает, почувствовав опасность. Альба восстанавливается и превращает яд обратно в красный. Затем он создает множество ядовитых шипов и пронзает демона в синих доспехах, побеждая его. В то время как демон защищен ядом снаружи, его внутренности уязвимы. Теперь Миносу придется вступить в битву самому. Он создает вихрь, который сметает весь ядовитый воздух и остатки цветов. Он рассказывает, что ему никогда не нужен был демон в синих доспехах, чтобы сражаться, потому что его одного вполне достаточно. Затем он бросает свои веревки и ловит Альбу, говоря ему, что больше не может контролировать свое тело. Заметив поблизости деревенских жителей, Минос посылает кого-нибудь разобраться с ними первым, а сам остается еще немного поиграть с Альбой. Альба пытается сопротивляться, но Минос контролирует ее и сдерживает. Затем Минос обдумывает, что делать с Альбой, и решает уничтожить его красивое лицо первого числа. Он заставил Альбу ударить себя по лицу, а затем подождал, что будет дальше, руки или ноги. Глядя в его решительные глаза, он понял, куда целиться. Но затем Альба намеренно сломал себе плечо, чтобы предыдущая атака прошла мимо его глаз. Минос думал, что Альба уже ничего не сможет сделать, а жители деревни наверняка мертвы, но он сказал, что Минос ошибался, думая, что он установил только одну ловушку. Группа, которая ушла вперед раньше, теперь попала в ловушку из спрятанного оружия, которую он установил раньше. Каждая выпущенная роза пронзит сердце цели, и как только оно станет полностью красным, этот человек будет считаться мертвым. Минос понял, что то, что он сказал, было правдой, поэтому он решил нанести более серьезные повреждения телу Альбы. Но яд появился снова, поэтому он хотел посмотреть, умрет ли он от своего яда в первый раз, или будет уничтожен им в первый раз. Затем он использовал всю свою силу воли, чтобы направить яд на Миноса, но тот использовал свои крылья, чтобы заблокировать его, а затем заставил его убить себя, прежде чем отвернуться. Жители деревни пытались эвакуироваться, но Минос пришел сюда и решил уничтожить остальную часть деревни. Маленькая девочка, которая верила в Альбу, пыталась найти своего отца, но ее отец был раздавлен камнями. Ее отец хотел, чтобы она побежала в святилище, в то время как он умрет прямо здесь. Девочка тогда убежала, полагая, что Альба все еще в безопасности. В прошлом, когда она возвращалась домой под дождем, Альба дал ей свой плащ, чтобы она могла укрыться, и сказал, чтобы она не подходила близко. Она только думала, что Альбе холодно, пока ее отец не рассказал ей о состоянии Альбы. Затем она убежала, надеясь снова увидеть Альбу, но Минос нашел ее. Увидев, что у нее в руках роза, он понял, что она связана с Альбой, и решил отослать и ее тоже. Но Шен приехал сюда, чтобы сразиться с Миносом. Он верил, что как лидер 12 золотых святых, он должен остановить лидера призраков, чтобы тот больше не бесчинствовал. Но сам он тоже был связан и находился под контролем Миноса. Как раз в тот момент, когда ему собирались сломать руку, черная роза перерезала веревку. Альба пришел снова, несмотря на то, что его тело было сильно избито. Он извинился за то, что побеспокоил Шона, но это была битва, которую он должен был закончить сам. Он попросил Шона увести всех как можно дальше от него, потому что сейчас он использует свою последнюю карту. Минос думал, что как бы Альба ни старался, результат все равно будет тот же.
Тот, у кого нет такой силы, как у него, будет просто игрушкой для других. Он все еще уважал красоту Альбы, поэтому оставил его в живых, но Альба отвергла его жалость, потому что он так долго жил в одиночестве. Но это был тот образ жизни, который он выбрал, и никто не имел права его осуждать. Затем он запустил в Миноса множеством ядовитых кровавых шипов. Шен понял, что Альба использовал всю кровь в своем теле, чтобы утащить Миноса умирать вместе с ним. Затем Альба потерял сознание, и Минос подумал, что теперь очередь Шона, но Шен сказал ему смотреть вниз. Роза, которую Альба до этого держал во рту, теперь лежала у него на груди. На самом деле это была белая роза, которую Альба покрасил в красный цвет, чтобы обмануть его. И теперь, когда роза стала по-настоящему красной, его жизнь считалась законченной. Тогда он намеревался забрать с собой всю эту территорию, но Чин запер его в стеклянной клетке, так что он смог уйти только с горечью и негодованием. Тогда Альба произнес свои последние слова. Он сказал, что прожил всю свою жизнь с этими розами, и это был первый раз, когда он увидел их такими красивыми. Затем Шен принес тело Альбы обратно. Маленькая девочка побежала за ним и спросила, продолжится ли священная война, умрут ли золотые святые один за другим. Но он думал, что они сражались за идеалы и справедливость, а не для того, чтобы умереть. Просто если бы смерть была тем, с чем им пришлось столкнуться, реализуя свои идеалы, они бы тоже сражались до последнего вздоха. Внезапно пришли люди из подземного мира и попросили Шина отвести их к верховному жрецу. Гадес теперь знал, что Минос умер вместе с Золотым Святым, но он все еще мог воскресить своих павших подчиненных. Верховный жрец рассказал Шину об этом, но заверил его, что не стоит беспокоиться, потому что Минос теперь находился за барьером, созданным Афиной, так что магия Гадеса не могла проникнуть внутрь, чтобы оживить его. Однако им нужно было победить Аида как можно скорее, пока у Афины не иссякли силы. Но люди снизу сообщили им, что всего через один день для Афины придут хорошие новости о воскрешении Тенмы. Тем временем Тенма бежал, не зная, куда направляется. По словам Рики, им нужно было добраться до великого древа подземного мира, потому что теневые существа не имели понятия о смерти. Те, кого они только что победили, рано или поздно воскреснут, и способ противостоять им лежит через это великое древо. Позже они втроем нашли выход, но как только они поднялись наверх, то столкнулись с трехголовым псом Цербером. Додо хотел справиться с этим сам, потому что у него все еще были доспехи, но он мог сосредоточиться только на одной голове, и ему помешали две другие. Не имея другого выбора, Додо пришлось подтащить собаку к Тенме, чтобы позволить ему нанести удар, который полностью победил ее. Но не успели они уйти далеко, как Аид появился снова. Тенма был удивлен, увидев, что волосы Аида почернели. Рика, желая воспользоваться этой возможностью, чтобы устранить будущую угрозу, бросился вперед, но Аид преградил ему путь, и его унесло ветром, потому что он был занят разговором со своим старым другом. Аид был очень доволен превосходными навыками выживания Тенмы. Он хотел, чтобы Тенма присоединился к нему и сражался против Афины. Но Тенма отказался, потому что не хотел превращать весь мир в ад. Он сказал, что будет сражаться бок о бок с Сашей, чтобы показать Аиду, или скорее в одиночку, какой мир лучше. Аид был очень заинтригован словами Тенмы, зная, что Тенма очень верен своим обещаниям, он решил отпустить его и пообещал воссоединение в будущем. Затем он велел Тенме отправиться в Святую Землю, чтобы они все трое могли встретиться снова. Затем Дада сказал несколько глупостей и получил от Тенмы пощечину. Все трое продолжили свой путь и достигли кровавого водопада. Когда они поднимались наверх, Тенма почувствовал, что что-то не так, и повернулся, чтобы спросить об этом у двух других, но они оба внезапно словно застыли во времени. А потом внезапно появился Золотой Святой по имени Атме. Он заметил, что Тенма, похоже, только что снова столкнулся с царем подземного мира Гадесом. Тенма не понимал, почему в подземном мире появился Золотой Святой. Тем временем Дока проходил мимо дворца барона Золотого Святого. Он только что услышал о теневых существах и почувствовал, что хотя Альба ушла и отбросила врага, они все еще не могли быть беспечными. Хорошей новостью было то, что Тенма все еще жив. А плохой новостью было то, что барон заподозрил во мне что-то неладное с Золотым Святым. Враг достиг Святой Земли, но я по-прежнему отказывался покидать его дворец. В то же время идеология Атме была совершенно чуждой по сравнению с другими Золотыми Святыми. Ходили слухи, что Атме мог путешествовать по измерениям и разговаривать с Богом, так что никто не знал, о чем Атме думает и кто он на самом деле.
Атме теперь называл Тенму грешником Небесного Царства и верил, что Афина может проиграть эту священную войну. Тенма заподозрил, что Атме враг, и напал на него, но был сброшен с водопада. Не понимая, что Атме имел в виду, Тенма сказал, что у него с Аидом была кармическая связь из многих прошлых жизней, и эта связь всегда менялась местами в каждой священной войне. В предыдущих жизнях Тенма или Святой Пегас всегда был рядом с Афиной и защищал ее. Он был достаточно силен, чтобы уничтожить обоих богов и царя подземного царства Аида. Но в этой жизни он был слишком слаб. Тенма сказал, что ему было наплевать на то, что сказал Атме, и он бросился сражаться. Но Атме напомнил ему, что эти слабые атаки никогда не причинят ему вреда. В сознании Тенмы внезапно возник образ Атме в образе живого Будды. И одним взмахом руки Атме заставил Тенму снова упасть в кровавый водопад. Затем он спросил Тенму, кто такие Тенмы и за какую цель они сражаются. Ему нужен ответ, который ты сам для себя придумал, а не высокомерные слова того, кто считает себя героем. Затем он показал Тенме 5 сфер, через которые должна пройти жизнь. Царство ада, царство голодных духов, царство животных, царство асуров и, наконец, царство людей, где люди должны терпеть бесчисленные страдания. Тенмо уже испытывал все страдания в человеческом мире раньше. Затем он рассказал, что твоя предыдущая жизнь однажды ранила Аида, поэтому он испугался и спрятал свое истинное тело в самой глубокой части подземного мира, а затем овладел телом самого чистого человека в мире смертных. Вот причина, по которой только твой друг был развращен. Тенмо, услышав это, подумал, что это из-за него самого он один стал Аидом, но теперь ему уже все равно. Однако он нашел свою собственную причину для борьбы, которая заключается в двух его друзьях Саше и одиночестве. Неважно, какая сейчас эпоха, ему все равно. Он бросается вперед, чтобы атаковать, но Атме отбрасывает его назад. Атме понял, почему ты сражаешься, но твои силы все еще слишком слабы. Затем он перестал медитировать и решил встать и раскрыть свою самую сильную технику — секрет Вселенной. Тенма заперт в пространстве, где он не может контратаковать или двигаться. Я постепенно лишу его чувств, и как только я лишу его всего, его душа исчезнет. Вскоре он потеряет все 5 чувств и больше не сможет ничего видеть вокруг себя. Единственное, что у него осталось, это его дух или шестое чувство. Затем он видит, как я убиваю Сашу, потому что думает, что она слишком слаба и не сможет забрать землю у Аида. Чувства Тенмы внезапно возвращаются, и он может перемещаться в этом пространстве, чтобы напасть на меня. Он полон решимости не допустить, чтобы сценарий, который я только что нарисовал, стал реальностью. Он успешно атаковал меня, но на самом деле то, во что он только что попал, было великим древом ада. Я заманил его в ловушку иллюзии, но чувство, охватившее его душу, было реальным. Я признаю его способности и решаю позволить ему сорвать плод с этого дерева, чтобы вернуть его старейшинам. Он также обещает однажды сразиться с ним на дуэли на земле. Дока и Рика теперь снова могут двигаться. Тенмо внезапно падает и показывает им только что полученный фрукт. Но его цветочный риф почти исчез, так что его нужно быстро вытащить на поверхность. Атме сейчас пришел, чтобы встретиться с Афиной. Мы узнаем, что Атме родился с очень слабыми чувствами, но обладая всего несколькими чувствами, он мог видеть, насколько полон страданий этот мир. Когда он встретил Тенму, он понял, что это за человек. Атме попросил Афину об одолжении. Позже он снова встретился с Доко и признал, что младший брат Дока был довольно выдающимся человеком. Он не понимал, откуда Атме узнал о Тенме. Но Атме сейчас просто хочет пойти в бой. Группа Доко почти вытащила Тенму на поверхность. Но как только они достигают поверхности подземного мира, всем троим преграждает путь призрак в доспехах жука. Доко решает остаться и сражаться, чтобы Рика смогла забрать Тенму, пока не стало слишком поздно. После этого Тенма вернулся в мир смертных и встретился со старейшиной. Он спросил, где остальные двое, но только Рика пришла в сознание. Она сообщила Тенме о том, что там внизу сражается Дада. Хотя он действительно ненавидел Дада, он не хотел, чтобы тот умер ради него. В тот момент Дада боролся в битве внизу, потому что противник был довольно крупным и выносливым. Призрак-тень схватил его, и они оба одновременно ударили друг друга по лицу. Внезапно меч, который держал Дотта, начал светиться и перенес его обратно в мир смертных. Однако, как только они прибыли, старейшина сообщил им, что призрачные тени быстро настигли их здесь.
Пандора поручила им вернуть плоды Великого Древа, но они также найдут предлог, чтобы сразиться и уничтожить группу Тенмы любой ценой. Однако, как бы далеко они ни зашли, они не смогли войти, потому что попали в иллюзию Атми. Он решил отправить их обратно в подземный мир. Тенма не знал, почему Атми был здесь. Проще говоря, он пришел забрать Тенму, а также встретиться со старейшиной. Как известно, теневые призраки не могут умереть. Но эта штука может лишить их бессмертия и запечатать их там внизу. Причина, по которой Атми пришел сюда, заключалась в том, чтобы превратить эти плоды в оружие. Снаружи появилась довольно могущественная тень, которая тоже пришла забрать эти плоды. Даже если они упали на колючие камни, они все равно выжили и выползли обратно. Они атаковали, но в данный момент были пойманы в ловушку барьером. Тенма и Дада думали, что все будет хорошо, потому что у них здесь был Золотой Святой. Но Атми сказал им, что они должны разобраться с этим сами, так как у него есть другие дела, требующие внимания. В частности, Атме собирался использовать свою собственную кровь для восстановления брони Тенмы, вливая в нее силу плодов Великого Дерева. Пока те, кто был снаружи, все еще пытались проникнуть внутрь, Тенмер выбежал, чтобы перехватить их. В этой броне он чувствовал себя намного сильнее. Тем временем Атме решил посвятить все, что у него было, общему делу. Затем он поднялся с четками на вершину башни и погрузился в медитацию, чтобы усовершенствовать все это. Рика и Дада вышли помочь Тенме и сообщили ему, что им нужно выиграть достаточно времени, пока Атме не закончит очищение. После продолжительной борьбы группа Тенмы была измотана, но остальные по-прежнему были настойчивы, как пиявки. Однако Атме начал демонстрировать значительные изменения, из-за чего теневые призраки забеспокоились и бросились его останавливать. Но Тенма погнался за ними, чтобы преградить им путь. Атми теперь вспомнил время, когда он впервые встретил Афину, и она объяснила ему несколько вещей о жизни. Он думал, что в этом мире нет ничего, кроме страданий. Но она видела страдания в нем и верила, что она такая же. Однако она приняла свои собственные страдания, чтобы доказать, что она все еще человек. После этого он закончил очищение и начал приводить этих призрачных существ к истине Вселенной, одним движением заставляя их умирать навсегда, без возможности воскреснуть. Теперь он мог открыть глаза и увидеть свет жизни, увидеть истинное лицо Тенмы. Затем Атме скончался, потому что он использовал всю свою силу, чтобы усовершенствовать четки. Возможно, его уже нет в живых, но наследие, которое он оставил после себя, поможет армии Афины сражаться наравне с армией Гаити. Тем временем те, кто ранее был убит ядовитыми цветами Альбы, теперь воскресли. Они заметили, что барьер Афины, казалось, ослаб и съежился, именно поэтому они смогли воскреснуть сейчас. Однако они не успели далеко уйти, как с ними расправился Золотой Святой Барон. Они думали, что без такого ядовитого сада, как у Альбы, Барон не сможет с ними справиться. Но он просто стоял, скрестив руки на груди, позволяя им атаковать себя. Как только они приблизились, он выпустил ударную волну и прекрасно с ними справился. Дока прибыл и увидел, что ему, похоже, не нужна большая помощь. Барон попросил Дока отнести тела этих парней обратно к барьеру, чтобы предотвратить их дальнейшее воскрешение. Он слышал об истории Атме и не знал, что Атме делал на подземной базе. Внезапно он почувствовал приближение довольно могущественного существа. И это существо было совсем недобрым. А тем, кто пришел посмотреть, был Кагао. Он пришел, чтобы свести счеты с Доко, но барону, конечно же, придется научить его хорошим манерам. Тем временем ученики в святилище все еще стремились тренироваться, чтобы внести свой вклад в борьбу золотых святых. Кагао в этот момент проигнорировала барона и прошла мимо него, чтобы найти Дока. Но барон удержал его, поэтому он начал разжигать пламя, чтобы сжечь барона. Однако барон решил, что это слабое пламя ничего не сможет сделать, и научил его кланяться с мощным ударом о землю. Кагао был вынужден превратиться в огонь, чтобы спастись и держаться на расстоянии от барона. Затем ему пришлось представиться барону, а барон продолжал скрещивать руки на груди, что разозлило Кагао за то, что он осмелился проявить такое отношение в подобной битве. Конечно, барон мог быть таким беспечным, потому что он верил, что сможет победить Кагао, даже не пытаясь. Кагао признал, что барон был довольно интересным человеком, поэтому он начал атаку молниеносным светом, но барону все равно не нужно было двигаться, чтобы блокировать ее. Затем он контратаковал Кагао, отправив его далеко в полет. Барон заметил, что хотя огонь Кагао был сильным, он жег все, включая его самого. Он начал думать, что способности Кагао – это чепуха. Но Кагао утверждал, что его не волнует ничего, кроме служения Гадесу.
В этот момент трое учеников вспоминали время, проведенное с бароном в прошлом. Он взял детей-сирот под одну крышу и вырастил их. Но однажды его позвали обратно в приют, так что ему пришлось оставить детей дома. Трое из тех, кто любил его больше всех, решили последовать за ним, чтобы стать святыми, но обучение было слишком суровым. Один из них был напуган, потому что хотел следовать за бароном только для того, чтобы быть ближе к нему. Война действительно была очень страшной, но как раз в тот момент, когда каменная колонна была готова упасть, барон подбежал, чтобы поддержать ее и рассказать им об идеале силы. Благодаря этому теперь все были полны решимости стать сильнее, чтобы сравняться с бароном. Внезапно они заметили, что в последнее время сила барона резко возросла. В этот момент барон столкнулся с атакой Кагао, чтобы увидеть, насколько он силен. Барон отразил атаку быка, от которой Кагао сумел увернуться. Кагао был уверен, что разгадал технику барона. Скрещенные руки барона были способом скрыть время его атак. Хотя скорость барона была очень высокой, Кагао также был уверен в своей собственной скорости, поэтому он решил проверить, кто может быть быстрее, он или барон. Доко почувствовал присутствие Кагао поблизости и быстро подбежал к нему, обнаружив, что многие серебряные святые были повержены по пути. Все они были сбиты с ног чрезвычайно быстрым противником, не имея возможности сопротивляться. Доко заподозрил, что он был прав, и побежал еще быстрее. И вот теперь барону действительно пришлось заплатить за свою самонадеянность. Он начал сгорать от огня Кагао. Когда Кагао безрассудно бросился на него, барон схватил его за голову и ударил ею о стену. Но Кагао применил технику, которая связала барона огнем. Не в силах двигаться, барон не мог блокировать атаки Кагао, и когда Доко прибыл, он увидел, что барон сильно обгорел. Доко яростно бросился на Кагао, думая, что убил барона. Кагао сумел увернуться и заявил, что пришел искать Доко, но вмешался барон, поэтому он связал его огнем и жег заживо. Однако на самом деле барон не был мертв и попросил Доку отойти от боя. Он верил, что битва Золотых Святых должна проходить один на один, и ему будет нелегко сгореть в этом огне. Как раз в этот момент прибыли трое учеников барона. Никто из них не хотел, чтобы барон умер. Этот образ на мгновение напомнил Кагао о его брате. Один из учеников поднял шляпу барона и вернул ее ему. Они хотели стать сильнее, чтобы барон мог вести их в будущих битвах, так что на этот раз ему просто необходимо было выжить. Затем барон вернулся в бой, и Кагао решил, что не остановится, пока барон больше не сможет стоять на ногах. Затем он начал атаковать и создал огромный столб огня. Внутри него он добавил 3 взрывоопасных световых шара, чтобы сокрушить барона. Барон выдержал этот жар, а затем начал атаку, которая разрушила землю. Вся земля внезапно раскололась, в результате чего Кагао потерял равновесие и был раздавлен камнями. После этого ему удалось встать, но он потерял крыло. Он спросил барона, почему тот не прикончил его, когда у него был шанс, на что барон ответил, что характер Кагао по-прежнему хороший. Кагао не был полностью на стороне призраков, но искал идеальную фигуру для служения. Он верил, что святые и призраки ничего для него не значат. Он сам выбирал, кому хочет служить. Затем он повернулся спиной и ушел. Хотя барон теперь мог лежать, несмотря на то, что он был сильно избит, он все еще мог улыбаться. Потому что прошло много времени с тех пор, как он в последний раз использовал всю свою силу. Затем барон доложил об этом великому папе, который был весьма удивлен, что такой сильный человек, как он, был избит до такого состояния степень. Он сообщил о том факте, что барьер постепенно уменьшается и тени постепенно воскресают. Они должны были найти способ справиться с этим до того, как Афина полностью разрушится. В этот момент появился Золотой Святой по имени Сизиф. Он сообщил им, что Афина также приближается к своему пределу, и они должны были освободить ее от обязанности поддерживать этот барьер в ближайшее время. Затем Сизиф заметил, что в настоящее время двое Золотых Святых ушли, а один был серьезно ранен. Но барон думал, что он все еще может сражаться, поэтому Сизиф слегка ударил его и увидел, что барон ранен сильнее, чем он думал. Барон знал, что Сизиф был тем, кто больше всего любил Афину, потому что он был близок с Афиной с тех пор, как ее привезли сюда. И именно он забрал Афину у двух ее друзей. Теперь он задавался вопросом, было ли правильным решением привести Афину сюда, а затем заставить ее в одиночестве превратиться в Аида. Но в этот момент на землю опустился столб энергии. Барьер Афины был разрушен, и Аид лично пришел сюда.
Саша был очень шокирован тем, что мы снова встретились наедине, но он заявил, что теперь он Аид. Аид безжалостно разрушил храм Афины. Все были разгневаны тем, что Аид осмелился вторгнуться сюда, и более того он пришел один, как будто бросая им вызов. Доку и Шен все еще питали ненависть к тому дню, когда Аид уничтожил родину Тенмы. Но Аиду не понравилось, что кто-то помешал его воссоединению с Афиной, поэтому он использовал технику, чтобы обездвижить Эндока. Барон и Сизиф не были исключением. Аид подошел к Афине и заявил, что он больше не ее брат. Но теперь он был Аидом, и он пытался пробудить в Саше воспоминания Афины о прошлых жизнях. Сизифу пришлось приложить немало усилий, чтобы встать на ноги. Барону пришлось восхищаться Сизифом, потому что он сам не мог стоять, но Сизифу все же удалось подняться. Но в результате Аид только сильнее прижал его к земле. Сизиф снова встал и натянул свой лук, пытаясь прицелиться в Аида. Он понял, что именно Сизиф похитил Афину 5 лет назад. Он все еще верил, что то, что он сделал тогда, было сделано для того, чтобы защитить Афину. Но иногда он все еще думал, что поступил неправильно, поступив так. Затем он выпустил стрелу в Аида, но она была отбита назад, и он улетел. Афина была очень разгневана, и это было именно то, чего хотел Аид. Но в этот момент произошла телепортация, и Тенма прибыл, чтобы воссоединиться еще раз. Он достал четки и запечатал все души тех, кто вот-вот должен был воскреснуть. Гадес был очень удивлен, потому что за то короткое время, что они не виделись, он получил оружие, чтобы противостоять его армии. Тенма верил, что он сражался до сих пор из-за обещания оставаться рядом со своими двумя друзьями, а не противостоять своему близкому другу. Он спросил Аида, действительно ли у него хватило духу напасть на Сашу так, как он уничтожил их родной город. Он молчал, пока Тенман не заметил собаку, бегущую к Аиду. Это была та самая собака, которую он спас раньше, и она внезапно превратилась в Цербера. Гадес утверждал, что теперь все изменилось, потому что началась священная война. Тенме пришлось увести Сашу от Цербера. Гадес думал, что это хорошо, что он может помочь ему запечатать тени, потому что его миссия состояла в том, чтобы принести смерть и спасение всем существам, от святых до теней. Тенма схватил четки и бросился вперед, чтобы ударить Цербера по губам, а затем помчался прямиком в Аид, чтобы выполнить обещание, данное в подземном мире. Но Аид легко обездвижил Тенму и заявил, что он уже не такой сияющий, как раньше. После этого он уже собирался вонзить свой меч в Тенму, когда внезапно появилось магическое образование. Гадес внезапно потерял свою силу и был окружен талисманами. Появился великий Папа Римский и сказал, что, несомненно, Гадес все еще помнит его. Он узнал в Папе Римского одного из выживших в предыдущей священной войне. Он частично рассеял силу Аида, чтобы все снова могли двигаться. Великий Папа заранее подготовил эту ловушку, но неожиданно поймал Аида. Однако Аид одной рукой отшвырнул великого папу, заявив, что эти талисманы были просто устаревшими вещами времен священной войны 200-летней давности. Более того, он мешал его воссоединению с Тенмой, что делало его еще более заслуживающим смерти. Хотя великий папа и неохотно признавал это, но он действительно был ему не равня. Затем он дал сигнал Саше использовать свою силу и телепортировать весь храм в башню. Именно здесь 200 лет назад была запечатана вся армия Аида, и он планировал запечатать его здесь раз и навсегда, вернув Саше и Тенме один вид. Но Аид просто считал их слишком наивными. В этот момент раздался голос, который обрушился на Тенму и Сашу. Обоим удалось увернуться, и карета, запряженная лошадьми, приземлилась. Это была карета Пандоры. Великий Папа Римский признал ее правой рукой Аида и той, кто выпустил зло в этот мир. Пандора признала, что она всегда была верной служанкой Аида, и что именно она должна была перевоплотиться в сестру или возлюбленную Аида. И все же такая богиня, как Афина, осмелилась принять смертное тело и стать сестрой Аида, чтобы следить за ним. Однако Афину не волновали эти слова, потому что дни, проведенные с Алоной и Тенмой, были для нее очень счастливыми. Пандора подумала, что она все еще огрызается, и уже собиралась дать ей пощечину, когда Тенма встал, чтобы помешать ей. Гадесу стало скучно, и он попросил Пандору вернуться. Когда Тенма не позволил ему идти, Аид показал ему, насколько велика разница в их силах. Затем Аид создал в небе картину, на которой были изображены золотые святые и все люди в мире. Как только Аид закончит картину, все умрут. Все в святилище могли видеть это и знали, что это было создано Аидом. Аид сказал Тенме, что эта картина будет завершена,
когда она покроет все небо и вместит души всех людей в мире. И Тенма, конечно же, знал, что произойдет с теми, кого нарисовал Аид, поскольку он сам пережил это и знал, насколько это ужасно. Затем Аид сел в карету, чтобы вернуться, потому что ему было слишком скучно. Тенма хотел погнаться за ним, но на него напал призрак. Барону пришлось встать, чтобы преградить ей путь, потому что он верил, что Тенма тот, кто может победить Аида. Он подбежал к карете и вцепился в нее, чтобы потребовать ответа от Аида, но когда он собирался ударить Пандору, Пандора сбила его с ног. Призрак тоже ушел точно так же. Гадес спросил Пандору, не позволила ли она призраку тайно следовать за ним, чтобы следить за ним, но она запнулась и не осмелилась ответить. Тем временем высокопоставленные призраки увидели, что Аид все еще был слишком импульсивен, потому что он все еще не мог избавиться от воспоминаний о том, как был с Афиной и Тенмой. Им нужно было что-то сделать, чтобы по-настоящему пробудить Аида и полностью избавиться от воспоминаний Одинокого. Великий Папа и Афина поняли, что возможность вернуть Одинокого почти упущена, и единственное, что они могли сделать сейчас, это противостоять Аиду. Прошло 3 дня, все начали процесс восстановления святилища, но все были обеспокоены картиной Аида. Доко пришлось подойти и постучать Тенму по голове, чтобы заставить его приступить к работе. Он все еще был рад, что остался жив и вернулся сюда, чтобы сразиться с Аидом. Ему было жаль Сизифа, потому что Аид ударил его, и он все еще был без сознания. По словам великого Папы Римского, Аид мог причинять вред непосредственно человеческим душам, так что Сизиф все еще был без сознания, и его, возможно, будет трудно разбудить снова. У Тенмы теперь не осталось никаких чувств к одиночеству, потому что если бы Одинокий сохранил свое сознание, он бы не совершал таких жестоких поступков. Дока также посоветовал ему победить Аида как можно скорее, потому что Аид теперь представлял ужасную угрозу для всего мира. Но почему-то они все еще надеялись, что он сможет вернуть одиночку, потому что и Сизиф, и Афина верили, что между ним и Аидом есть какая-то связь. Затем ученик барона обратился к Тенме за помощью в переноске вещей. Видя, что ученик несет больше вещей, чем он сам, Тенма еще больше захотел стать сильнее и помочь ему. Тем временем Пандора неожиданно столкнулась с 2 другими богами подземного мира. Они считали, что Пандора слишком медленно управляет Аидом, и предположили, что если она не будет выполнять свою работу должным образом, то именно они будут виноваты в этом. Помоги Аиду полностью сосредоточиться на завершении картины. Задачей Пандоры было устранить то, что отвлекало Аида. Затем она решила предпринять решительные действия раз и навсегда. Она отправилась в комнату других созвездий и вызвала 2 наемных убийц, чтобы напасть на Тенму. Они думали, что будут действовать быстро, чтобы Тенма не успел среагировать. Пандора была полна решимости помочь Аиду освободиться от бремени, и ее собственное сердце больше не будет испытывать беспокойство. В это время барон отправился во дворец Афины, чтобы выразить свое почтение бокалом вина. Барон хотел извиниться за то, что когда-то сомневался в Афине. Но теперь он поклялся присоединиться к Золотым Святым и запечатать всех призраков четками, на создание которых Афина отдала свою жизнь. Уходя, барон заметил вокруг довольно много летучих мышей. Затем он увидел, как Тенма и его ученики тренируются вместе, и решил присоединиться к ним и помочь Тенме практиковаться. Он стоял неподвижно, ожидая, когда Тенма нанесет удар. Но даже когда Тенма использовал всю свою силу, чтобы ударить барона, он не смог сдвинуть его с места и вместо этого был отброшен бароном назад. Они тренировались до вечера, когда ученики барона внезапно заснули, не в силах сопротивляться. Тенма, который все еще тренировался, тоже заснул, услышав звук летучей мыши. Барон не был исключением. Воспользовавшись этим моментом, 2 убийц прокрались внутрь, чтобы убить Тенму. Однако, прежде чем они успели что-либо предпринять, барон приказал им остановиться. Он отключил свой слух, чтобы не слышать звука летучей мыши, и начал атаку, которая разбила маску одного из убийц. Но тут появился контролер летучей мыши и ударил барона ножом в бок. Затем эти 2 решили объединиться против барона. Изначально они хотели расправиться только с Тенмой, но уничтожить Золотого Святого было бы еще лучше. Они постоянно атаковали, из-за чего старые раны барона вновь открылись. Несмотря на то, что его избивали как боксерскую грушу, ему удалось схватить одного из них за шею и повалить на землю. Другой решил вызвать Вестника Смерти, полагая, что независимо от того, услышит барон песню или нет, это остановит его сердце. Затем барон потерял сознание, и другой убийца решил, что закончил свою работу, поэтому он обратил свое внимание на Тенму. Но у барона все еще оставалось немного сознания.
Он только надеялся, что его ученики и Тенма продолжат жить и развиваться. Он протянул руку, чтобы схватить голову убийцы мачты, и применил свою самую совершенную технику. В конце концов, ассасин выжил всего неделю и планировал расправиться с Тенмой, чтобы заявить о себе. Однако появился Кагао и остановил этого слабого ассасина. Кагао верил, что Аид не хотел бы, чтобы кто-то лишил Тенму жизни, поэтому он оставит Тенму в живых, чтобы выяснить, кто заказал убийство. Услышав, что это была Пандора и какова цель этого убийства, другой убийца попытался убедить Кагао присоединиться к убийству Тенмы и разделить с ним ответственность. Но Кагао быстро устранил его. Когда Тенма проснулся, он увидел, что барон умер. Кагао сообщил ему, что барон умер, потому что Тенма был слишком слаб, что Пандора приказала убить его, и что барон погиб, защищая его. Если Тенма хочет узнать больше, ему придется стать сильнее и выяснить это самому. Кагаджо тогда отвернулся, полагая, что он вернул свой долг барону. Ученики барона тоже проснулись и не могли перестать горевать. Тенма мог испытывать только угрызение совести, поскольку вина частично лежала на нем. На следующий день Тенма услышал, как люди обсуждали, что барон погиб, защищая его. Тенма решил покинуть это место отчасти из-за чувства вины, а отчасти потому, что не хотел, чтобы кто-то еще умирал за него. Дока и Шин отправились на поиски Тенмы, так как подозревали, что он чувствовал себя неловко после того, как стал свидетелем гибели стольких золотых святых. Хуже того, Тенму могут обвинить в дезертирстве, если он уйдет прямо сейчас. Тем временем двое учеников Берона посетили его могилу. Девочка думала, что может отказаться от идеи стать святой из-за отсутствия таланта, но она отступит, чтобы служить помощником на войне. Она надеялась, что ее подруга скоро разовьется и унаследует золотую ткань барона. Тенма проходил мимо и увидел их обоих, что только усилило его чувство вины. Внезапно к нему подошел другой золотой святой и сообщил, что Дока и Шин отчаянно ищут его. Тенма считал, что в настоящее время Пандора охотится на него, и если он останется, погибнет еще больше людей, подобных барону. Но Золотой Святой только рассмеялся и сказал, что барон умер, потому что был слаб. Это война, и смерть неизбежна. Более того, Бронзовый Святой, такой как Тенма, не смог остановить священную войну. Грубо говоря, Тенма был слишком слаб, и именно поэтому он сбежал. Если бы Тенма намеревался дезертировать, Золотой Святой казнил бы его. Однако у него не было намерения убивать Тенму, поскольку он все еще был полезен. Поэтому он посадил его в тюрьму и освободил, когда это было необходимо. Тенма боролся и пытался вырваться из тюрьмы, но это было бесполезно. У него отобрали доспехи, и он больше не понимал, что пытается сделать. Он знал, как ему будет стыдно, если Атме и барон увидят его нынешнее состояние, они пожертвовали собой и доверились ему, но он не смог сделать ничего стоящего. Тем временем Пандора поняла, что ее план убийства провалился. Если бы Аид узнал о том, что она действовала самостоятельно, он бы наверняка разозлился. Но она верила, что Аид поймет ее. Внезапно к ней подошел епископ, который был раньше. На этот раз он простит Пандоре ее неудачу, но она должна объясниться с Аидом. Что бы она ни сделала, Аиду никогда не будет дела до ее чувств, и в конце концов они отдалятся друг от друга. Аид забудет о своей картине и отправится на поиски Тенмы. Но они одолжат ей силу, чтобы удержать Аида здесь. Затем Пандора отправилась к Аиду и получила выговор за то, что осмелилась действовать самостоятельно. Но она заметила, что у Аида все еще сохранились воспоминания о детстве, проведенном с двумя его друзьями. Поэтому она решила, что эти воспоминания испортили Аида. Она использовала цветочную ветку, подаренную другим человеком, чтобы запереть Аида в закрытом пространстве и сосредоточиться на рисовании. Тенма в это время пытался вырваться из своей камеры, используя как свои силы, так и голые руки. Внезапно появился Додо и показал ему путь к отступлению, который он выкопал. Додо не мог понять, почему ему всегда так не везло, когда дело касалось Тенмы. Тенму вывели наружу, и он воссоединился с Рикой, которая тоже стала святой и будет идти с Дадой и Тенмой до конца. Он знал, что старейшина замешан в этом деле, и прямо заявил, что хочет отправиться во дворец Аида.
Верховный жрец считал, что Тенму следует держать взаперти на территории святилища для обеспечения безопасности. Афина неохотно согласилась, но старейшина уже прибыл. Он подумал, что они должны позволить Тенме поступать так, как он хочет, потому что они не могут подрезать ему крылья. Если бы они это сделали, он бы никогда не смог дотянуться в одиночку. Старейшина отпустил его по собственному желанию и взял на себя всю ответственность за него. Верховному жрецу пришлось смириться с тем, что он позволил старейшине позаботиться о Тенме. Он также посоветовал Афине, или скорее Саше, встретиться с Тенмой, чтобы попрощаться. Она оставила свой священный посох и убежала одна. Верховный жрец и старейшина знали, что за манипуляциями Пандорой стоят два человека. Эти двое теперь поняли, что Тенма отправился на поиски Аида, поэтому они решили расставить ловушки снаружи дворца, чтобы он не смог проникнуть внутрь. Дотта жаловался на то, что не смог встретиться с Афиной в последний раз перед отъездом, когда она неожиданно пришла, чтобы найти их. Когда Тенма снова встретил Сашу, он решил пообещать ей, что все трое друзей встретятся снова. Он был полон решимости противостоять всему в этой священной войне. Таково было его обещание, и он постарается его выполнить. На этом заканчивается первая часть фильма.